Этот дисклеймер настолько дорогой, что его даже не собирается озвучивать сэмпай. Let me die. I don't really know what the point in life is. Everybody knows how you won't survive. I just want. Приветствую, простые смертные, на связи ваш Dead Senpai. И по многочисленным просьбам я удаляю канал. Бля, с другим роликом перепутал. То есть держите вторую часть, как стать голем. Жи. Let me die. I don't really know what the point in. Начнем с того, что я пропустил много пунктов в первой части, но вы в комментариях меня поправляли, писали что-то про мать автора, про то, какой я классный, и про то, что мне пора умереть. Спасибо. В этом ролике я все так же постараюсь пропустить много пунктов, чтобы через пару месяцев выпустить третью часть, как стать голем. Я... Грейпфрут. Let me die. I don't really know what the point. Первое, что я пропустил, это то, что у любого настоящего гуля должна быть мертвая мать. За примерами далеко ходить не надо. Второй пункт – это прическа. Напомню, что про цвет волос мы уже говорили в прошлой части. Если не смотрел прошлую часть, то тыкай по подсказке сверху. Итак, волосы должны быть длинные, чтобы скрывать свое лицо. Ведь только у истинных гулей всегда были длинные волосы. Многие сейчас хотят стать дединсайдами. А ты в курсе, кто основатель этой культуры? Третий пункт – это уважение. Как бы вам не было похуй, но уважать гули выше вас по рангу вы обязаны. Гули – это уже не просто культура, это целая нация. Поэтому в описании оставил ссылку на сбор на покупку острова для гулей. Он будет называться Dead Inside Остров. Приглашаю на этот остров Курсида, Shadow Raze, Акуму, Алоха Дэнса и Сэмпая. Остальные, чтобы получить инвайт, заходите в мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Четвертый пункт – это ногти. У любого настоящего гуля всегда должны быть накрашены ногти в черный цвет. Кто боится, что подумает о вас сообщество или же отпиздит мама, то можете покрасить ногти в черный цвет не полностью. Как я. Пятый пункт. Дожирайте, ведь каждый гуль обязан дожирать за кем-то. Покрасить голову как Курсид в черно-красный цвет, сделать дота рэп как Shadow Raze, набить татуировку шрамов как у Джуза Судзе. Ты же такой необычный, не такой как все. Но вот когда ты повторяешь за кем-то, то твоя индивидуальность уходит на второй план. Тебе будут писать комментарии «дожрал», а ты будешь их лайкать, как будто тебе это нравится. Но, как говорится, лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании. По чужому пути идти нельзя, это ни к чему никогда не приводит. Максимум к тому, что вы станете тенью того, по чьему путю пошли. И вас всегда будут говорить, ну это вот как этот, но только долбоеб. Шестой пункт – это байт на лайки, поэтому поставь лайк, и я выпущу ролик «Как стать геем». Я не шучу, я его реально сделал, и я реально после просмотра стал гулем. Фух, чуть не спалился. Седьмой пункт – это Инстаграм. У каждого гуля должен быть дединсайдерский Инстаграм. Как его вести? Да, все очень просто. На фото вы должны выглядеть, будто вам на все похуй. Вы дединсайд, вам 9 лет. Привет, я хочу в Психокидс. После сделанной фотографии вы должны зайти в Photoshop, выкрутить на максимум контрастность, четкость и добавить какую-нибудь надпись или какого-нибудь персонажа из аниме. После загрузить фото в Instagram с непонятной подписью, и теперь ваш Instagram по-настоящему обрел Dead Inside стиль. Восьмой пункт – это комментарии. Я не мог оставить данные комментарии без внимания. Я считаю, что парни реально в теме, и они реально гули. Потому что в конце предложения у них стоит вопрос. А у вас стоит? Кстати, какие трусики на тебе сегодня? Твоей мамаши. Че за кринж? Ну и ответ, бля. Девятый пункт – это раздвоение личности. У настоящего гуля в теле должно жить более 2 личностей. Каждая личность должна быть проработана и появляться в реальном мире. Если же у вас нет идей по поводу своей второй личности, то, к сожалению, гулем вам не стать. Если вы думаете, что 2 личности – это много, то напомню, что у Канеки их было 5. Десятый пункт – это музыка. Напомню, что гули слушают sad music, фонк, и про кого я забыл упомянуть в прошлом ролике, это Shadow Raze.
Ну а теперь к нему еще примкнул дота-рэпер, гуль, гений, плейбой, парень, который платит за хорошие слова про него, курсы. Я сейчас форме называю Рабанкай. Небесная цель просекает луну. Бегущий в тумане, древдали хентай. Ой, руки дизоляторы, жаду nevermore. С головы сияет на моей этой голоса этих ублюдков по пятам бегут за нами по груди. Вернутый как Канеки, я сейчас на дискотеке. Поебался в туалете, полюбил тебя навеки. Я проснулся, стал никем. Ну а теперь к самому главному, о чем я забыл сказать в прошлом ролике, и то, что помимо фонка, гули обязаны слушать хайпер-поп. Я совсем не знаю, поэтому не доверяю. Говорят, повторяю, за тебя опять усыпляю. Мне пох, ведь я dead inside. Эмбодрейн, эпилепсия, параноид, токсай, полар, депрессия. Детка, ты конфетка, на пути я хочу съесть тебя совсем. You ain't on my mind, I can say that. You call back just to fuck with me. Just that, you can't tell me what. Точно было зря. Этот парень за лицо, my God. Новый раз уже на мне туман. Это мой день, мой свет, она у меня на шее висит, будто амулет. Я ничтожество, но я в этом прекрасен. Слезы на мне будто бы алмазы. Он так блекнет, этот пепел омитет. На школьной дискотеке я танцую хайперпоп. Но я принял эти таблетки, мне неинтересны ваши проблемы. Видела мой чек, ясно как фонтан. Забрать тебя навсегда, это злобный план. Ты прекрасна, будто майские цветы. Сидим на балконе, вокруг только ты. Тебя сам, а ты всего лишь кот. Ударит так хочется, но стану одинок. Ты любишь меня, оставляя на мне полосы. Данный плейлист с хайперпопом ты найдешь в описании. 11 пункт – это небольшая цитата из аниме «Токийского гуля». Все недостатки в этом мире появляются из-за отсутствия таланта. Я бы хотел, чтобы меня